Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я хочу поделиться, как вязала такой квадратный мотив и сшивала мотивы между собой. Здесь в основе лежит мотив «Цветок в саду». Он называется, я его взяла из вот такой книги. Здесь в мотиве я убрала последний ряд и использовала безотрывное соединение мотивов. И давайте сейчас подробнее разберем вязание такого мотива. Для работы нам понадобится пряжа. У меня это Yarnart Jeans в 50 граммах 160 метров. Здесь смесь акрила и хлопка. Крючки номер 3 для основного вязания, крючок номер 2 для того, чтобы удобно было прятать кончики, и ножницы. Вы можете использовать абсолютно любую пряжу, которая нравится вам по составу, по цветовой гамме. Для вязания этого мотива используется, как правило, 3 цвета. Это 2 цвета для того, чтобы выделить цветок, да, сердцевину и лепестки, и какой-нибудь основной цвет для фона. Приступаем к вязанию первого ряда. Весь мотив у нас будет состоять из столбиков с одним накидом. И начинаем мы с кольца амигуруми. Делаем здесь 3 воздушные петли. Это имитация первого столбика с накидом. И дальше в кольцо провязываем еще 11 столбиков. Всего первый ряд у нас будет состоять из 12 столбиков с одним накидом. Делаем накид, заводим в кольцо и провязываем второй столбик. Обязательно проверьте, чтобы у вас получилось 12 столбиков. Вот первый столбик, сымитированный 3 воздушными петлями, второй, третий, 12. Затягиваем кольцо. И сейчас в конце ряда я обрезаю нить и делаю имитацию верхней горизонтальной петли. И так я буду проделывать в каждом ряду. Высвобождаю полностью нить. Меняю крючок на крючок меньшего размера, для того, чтобы было удобно прятать кончик. Нахожу первую верхнюю горизонтальную петлю. Вот смотрим, это был первый сымитированный столбик. У него верхней горизонтальной петли никогда нет. Ищем второй столбик, и вот правее от этого столбика вот верхняя горизонтальная петля. Это будет та петля, куда мы будем делать имитацию. Заводим сзади вперед под петлю, забираем кончик, выводим его назад. Здесь возвращаемся через перемычку, верхнюю горизонтальную в центр и забираем кончик. При необходимости подтяните, чтобы все верхние горизонтальные были одного размера. И дальше я кончик провожу через перемычку и центр верхних горизонтальных вот таким образом. Я его проведу вот так вот несколько раз для того, чтобы зафиксировать. И с кончиком от кольца я проделаю то же самое. Провязали первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. Во втором ряду мы будем провязывать между столбиками, заводя крючок сюда, сюда, да, не под верхней горизонтальной, а вот прямо между столбиками опускаться. Будем провязывать по 3 столбика с одним накидом, с одной вершиной в каждое пространство между столбиками. И между этими
3 столбиками с накидом с одной вершиной мы будем делать воздушную петлю. Берем другой цвет для второго ряда, оставляем кончик подлиннее, мы его сейчас будем ввязывать. Вот эти вот нити от первого ряда мы также будем сейчас ввязывать. И как я делаю начало ряда, делаю накид, завожу в любую точку между столбиками, захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли на крючке. Подтягиваю горчичный цвет для того, чтобы выровнять столбик. Так я сделала имитацию неполного столбика с одним накидом. Дальше я делаю накид. В эту же точку мне надо провязать еще 2 столбика. Провязываю только 2 петли. У меня 2 петли остаются на крючке. Делаю накид, провязываю 3-й неполный столбик с накидом. И дальше закрываем одной вершиной 3 столбика с одним накидом, провязывая 3 петли вместе. Провязали первый лепесток. Делаем воздушную петлю, накид, и в следующую точку в пространстве между столбиками также провязываю 3 столбика с одним накидом с одной вершиной. Кончики, вот эти вот все, я вот так вот держу, придерживаю рукой и постепенно их ввязываю. 4 петли на крючке провязываем вместе, образовали второй лепесток. Воздушная петля после каждого лепестка, и таким образом мы вяжем до конца ряда. И провязываем последний лепесток. Делаем воздушную последнюю, обрезаем нить, высвобождаем кончик из петли и делаем имитацию верхней горизонтальной петли. Крючок мы будем заводить, вот смотрите, это был первый сымитированный столбик, вот второй и третий. Вот здесь вот самое, как бы над 3-м столбиком, которая петля, да, вот это нам и нужна петля. Мы сзади вперед заводим крючок под нее, вот так, захватываем рабочую нить, переводим назад, и здесь, смотрите, я завожу крючок вот сюда и в последнюю воздушную петлю в центр забираю кончик и провожу его вниз. Так. И здесь прячу верхние горизонтальные за ближайшую к нам дужку. Вот эти кончики можно уже обрезать. Провязали второй ряд, обязательно проверьте, чтобы у вас получилось 12 лепестков, да, 12 вот таких элементов. Приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд у нас будет заключительным в этом мотиве. Первый мотив мы будем провязывать так, как я сейчас покажу. Все последующие будут вязаться аналогично, но с применением безотрывного вязания, то есть присоединяя мотив к уже связанным мотивам. Третий ряд у нас состоит из комбинаций 3 столбика с одним накидом в одну точку, между ними воздушная петля. Так вот мы вяжем 2 элемента, а на углах, то есть между двумя вот этими элементами у нас образуются углы. Они состоят из 3 столбика с накидом в одну точку, потом 2 воздушные, и сюда же 3 столбика с одним накидом в одну точку. Дальше делаем воздушную петлю, переходим к следующему элементу из 3 столбиков, воздушная, опять 3 столбика в одну точку, воздушная, и подходим к углу.
это 3 столбика в одну точку, 2 воздушные и 3 столбика в ту же точку. И так мы получим вот такой квадратик. Беру цвет для третьего ряда, у меня зеленый. Кончик также ввязываю и от второго ряда, и от присоединенной нити тоже. Как и во втором ряду, начинаю, делаю накид рабочей нити и провязываем вот в эти пространства между столбиками, да? Делаем имитацию столбика. Здесь я, смотрите, провязываю 2 и затем одну, да, потому что у нас здесь начинается с полного столбика. Это полный столбик, имитация. Дальше делаю накид, в эту же точку провязываю еще 2 столбика с накидом. Подтягиваю зеленую нить для того, чтобы выровнять сымитированный столбик. В следующую точку я буду провязывать угол. То есть 3 столбика с накидом в одну точку, 2 воздушные, 3 столбика с накидом в одну точку. Так, воздушную сделала и прохожу в следующую точку, провязываю 3 столбика. Две воздушные, накид и в эту же точку еще 3 столбика. Воздушная петля всегда между элементами, накид и в следующую точку провязываю 3 столбика с накидом, воздушная, в следующую 3 столбика, воздушная петля и подходим к точке, куда провязываем угол. Это 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика, все в одну точку. И так далее вяжем до конца ряда. Вот 2 точки мы провяжем по комбинации 3 столбика с накидом, между ними воздушная петля, потом у нас будет угол, еще одна сторона, и так всего у нас 4 угла, да, и 4 стороны. Встречаемся в конце ряда. Мне остается провязать последний элемент, 3 столбика в одну точку. Обязательно делаем воздушную петлю в конце вязания элемента. Обрезаем нить, высвобождаем кончик и здесь заходим в первую верхнюю горизонтальную. Здесь у нас, смотрите, вот первый сымитированный столбик, у него верхней горизонтальной нет. Вот второй столбик и слегка правее от него вот эта верхняя горизонтальная петля, которая нам нужна, она принадлежит этому столбику. И заводим, как обычно, сзади вперед, собираем кончик. Здесь так же, как и во втором ряду, проходим вот сюда, да, в петлю, которая лежит сзади от сымитированного столбика, и внутрь последней воздушной петли. Проводим рабочую нить, все, сымитировали столбик. И дальше пропускаем между перемычкой и ближайшей к нам дужкой верхней горизонтальной петли для того, чтобы зафиксировать нить. И здесь же, так как это последний ряд, я уже уведу в основание столбиков нить. Кончик от нити потом можно еще зафиксировать клеем для текстиля, если у вас есть. Все, я обрезаю все кончики. Все, мотив готов. И сейчас я вам покажу способ безотрывного вязания. После того, как готово само основание цветочка, да, первый, второй ряд, начинаю вязание третьего ряда фона. И здесь я буду присоединяться к уже связанному мотиву. Буду присоединяться в основание, да, вот это между столбиками, то, что мы делали воздушную петлю, вот сюда я и буду вводить крючок и присоединяться. На этапе
вязания третьего ряда, тогда, когда буду вязать воздушные петли. Начинаю ряд, как обычно, делаю накид и провязываю 3 столбика в одну точку. 3. Здесь я начну ряд с угла и буду присоединяться здесь к углу, да? Вот как у нас здесь присоединение идет. Вот так. В углу мы провязываем 3 столбика в одну точку, затем делаем 2 воздушные. И здесь, смотрите, для того, чтобы присоединить, я беру мотив, он у меня лежит лицевой стороной ко мне. Рабочая нить у меня на лицевой стороне мотива, а крючок я завожу в точку, да, вот пространство между столбиками под 2 воздушные петли. С изнанки на лицевую завожу, забираю рабочую нить и сразу же ее провожу через петлю. Это первая воздушная петля. Дальше сделаю вторую воздушную петлю, присоединила угол к углу, делаю накид и провязываю сюда 3 столбика с накидом. 3. Вот так. Дальше делаем воздушную петлю. Снова вот смотрим вот после угла, вот угол, и вот воздушная петля от вот этой комбинации, которая уже на стенке. Я здесь также рабочую нить располагаю на лицевую сторону связанного мотива, крючок завожу с изнанки на лицевую, подхватываю рабочую нить и провязываю петлю на крючке. Это воздушная петля между комбинациями и провязываю уже в наш мотив 3 столбика с одним накидом, стеночку, да? Дальше снова воздушная петля, следующую вот сюда, завожу крючок и провязываю следующую комбинацию 3 столбика в одну точку. Дальше снова воздушная петля, присоединяюсь к связанному мотиву в следующую точку между комбинациями, между углом и стенкой у нас уже здесь мы подходим, провязываю петлю и приступаю к вывязыванию угла. Делаю сначала 3 столбика, затем надо сделать 2 воздушные. Я тут же присоединяюсь вот сюда, с изнанки на лицевую завожу крючок, провязываю 1 воздушную, здесь же делаю вторую и довязываю угол 3 столбика в одну точку. Так, вот присоединила одну сторону. И дальше довязываю мотив, как обычно. Здесь уже никаких присоединений пока что не делаем. Провязываю последний столбик, делаю воздушную, обязательно не забываем в конце ряда, обрезаю нить и делаю имитацию верхней горизонтальной петли. Так, вот первый столбик, вот второй, и вот его верхняя горизонтальная петля, которая нам нужна. Заводим крючок сзади вперед, захватываем кончик. Заводим с изнаночной стороны вот под эту петлю первого столбика в центр верхней горизонтальной. И так же, как и в первом мотиве, как я показывала, прячем кончик. Вот такое соединение получается. И сейчас я вам покажу, как присоединяю 2 стороны квадрата. Здесь я также начинаю с вывязывания угла. Провязываю 3 столбика в одну точку. Дальше присоединяю вот сюда. Под воздушные петли. На углу у нас 2, провожу нить через петлю 1 воздушная и здесь же 2, захватываю рабочую нить и довязываю угол 3 столбика.
Дальше воздушную делаем и присоединяем в следующую точку. Вот после угла у нас есть воздушная, сюда заводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем через петлю на крючке. Присоединились и сделали воздушную, делаем накид и вяжем 3 столбика в одну точку. Дальше воздушная, присоединяемся в следующую точку, вот сюда. Провязываем петлю на крючке, сделали воздушную, делаем накид и провязываем следующую комбинацию из 3 столбиков в одну точку. Дальше воздушная, присоединяемся в следующую точку, это точка перед углом. Провязали и начинаем вязать угол. Сначала 3 столбика. Затем делаем воздушную петлю. Я здесь завожу крючок вот сюда. Раз, здесь же 2 и довязываю угол 3 столбика. Дальше воздушная петля, проходим под воздушную петлю между углом и следующую комбинацию из 3 столбиков уже на другом мотиве. Провязываем и вяжем 3 столбика. Дальше воздушную и присоединяемся в пространство между комбинацией из 3 столбиков в одну точку. Сделали воздушную и провязываем 3 столбика. Дальше делаем воздушную плюс присоединение. И начинаем вязать угол. Сначала 3 столбика, затем 2 воздушные, заводим крючок вот сюда в угол и вяжем 1, 2 и довязываем угол 3 столбика. Все, присоединили мотив и дальше довязываем мотив до конца. Как обычно, в конце обрезаем нить, прячем кончик, и по такому принципу вы можете присоединять столько мотивов, сколько необходимо для вашего изделия.